Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. У меня сегодня есть желание расслабиться, поэтому сегодня будут у нас метовые герои, соответственно, на чем-то таком необычном я вряд ли смогу поиграть, потому что, судя по легендаркам, которые есть в катке, то будет катка не то, что не для расслабона, а придется потеть по полной программе, вот знаете, вот да я. И вот знаете, я вот сейчас, как вы увидели, мы уже расширенный пул, и есть у меня одна идея, на чем мы сегодня будем расслабляться. Сегодня мы будем расслабляться на ТБшке через троллей, ну все как мы любим, естественно. Но, я хочу сделать это немножко по-другому, я хочу взять ТБшку, я хочу апнуть его в троечку, и я хочу сыграть через волшебника. Почему я так решил? Потому что, смотрите, для того, чтобы собрать фулл троллей, мне будет необходимо всего лишь 2 тролля. И через волшебников это, естественно, будет у меня уже 6 троллей. И, соответственно, керри ТБшка. Соответственно, синергию демонов я сломаю таким образом. Но. На самом деле, ТБшка не особо сейчас в мете, потому что он довольно-таки слабый персонаж стал. Для того, чтобы на нем играть, вам нужно очень много предметов. Очень много предметов. И я надеюсь, что бог рандома мне улыбнется в этой катке, так как предметы мне нужны в действительности жесткие. Какие мне предметы в целом нужны будут на эту ТБшку? Ну, это по дефолту гиперстон, как бы он нужен. Там у чувака уже луна в 2 звезды, ну, окей. Ладно, я подготовил ему ответочку. Тинкера в 2 звезды. Ну, ну, я, наверное, возьму вот это вот копье магическое плюс 50 мана, потому что вдруг кто не знает, как работает этот камушек, то этот камушек работает абсолютно на все. То есть вас бьют, соответственно, на 50% маны вы больше восстанавливаете и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, собственная регенерация тоже, как бы, она больше становится. Да, вдруг кто не знает, то у персонажа есть собственная регенерация маны. Там она по чуть-чуть, но все же это хоть какие-то, ну, никакие цифры. Раньше ее не было. Я не помню, какую в патче ввели вот эту вот регенерацию маны, но... Так, Луна, а ну-ка погуляй. А ну-ка погуляй, Луна. Я на самом деле, знаете, я, наверное, кабанчика возьму. Я в кабанчика... Не, ну если я буду играть через ТБшку, то мне молот грома необходим будет. Плюс этот молот грома я смогу, если что, там перекинуть и дальше в каких-то керри персонажей и тому подобное и так далее. Короче. В общем, вдруг, кто не знает, у персонажей есть собственная регенерация маны. В каком патче это ввели, не помню. Ну, вот как бы и на этом закончили. И вот этот вот кристальчик, он дает плюс 50% больше регенерации маны. Собственная, стычки с урона, когда вас бьют и тому подобное. То есть, короче, я думаю, вы все прекрасно поняли, что я имею в виду, что этот камень умножает абсолютно каждый реген маны. Абсолютно. И, соответственно, сценки, я так понимаю, тоже больше вы ману получаете. Поэтому, в принципе, предмет неплохой. Его можно юзать, и я бы даже рекомендовал его юзать по полной программе. На самом деле у меня такой старт шикарный, я аж боюсь немного. Я аж немного боюсь. Получается, у меня получится расслабиться? Так? Ну, скорее всего, так. Возможно, мне придется, наверное, вместо Вичи-доктора поставить Тинкера. Так как в Тинкера ракетки я больше верю, хотя они такие... У них такая хорошая механика у этих ракеток. Если цель будет перепрыгивать, то эти ракетки, соответственно, в никуда пойдут. Ну, вдруг кто не знал. И там множество моментов, и множество фейс-моментов, которые могут быть просто... Вот, фейспалм моментов, точнее, сорян. И сорянчик. Немножко ошибся в формулировке фразы. В общем, у этих ракеток есть столько «но», что просто охреневаешь их пересчитывать. Например, если у вас есть в команде Тиник, в это время кастует Тинкер свои ракетки, а Тиник в это время кастнул свой стан и, соответственно, перекидывает через бедро своего противника, а в это время в него летят ракетки, то эти ракетки будут заэвейдены. Поэтому Тине надо будет сказать потом спасибо. Огромнейшее спасибо за этот. За этот шикарный профессиональный кидок через бедро. Особенно, когда у вас Тинкер, и он с заряженными шмотками на магию. И это еще если зарешает раунд, то это будет обидно x2. На самом деле, мне как-то демоны вообще не идут. Тут, скорее всего, даже будет сложно играть на демонах. Поэтому, знаете что? Я, наверное, попробую сыграть через волшебников. Ну, как вариант, реально сыграть через волшебников. Почему нет? Почему нет? Хотя и гоблины здесь есть. И гоблины идут. И аптечка есть. А, нет, гоблинов нету. Наврал. Что-то мне показалось, что здесь есть гоблины-мехи. Я думал, можно будет на золотых роллах поиграть, раз мне вот такой вот старт.
Не, ну я в рыжего лиса не верю. Честно говоря, в рыжего лиса я не верю от слова совсем. Рыжий лис — это полная шляпа, которая кастует куда угодно, лишь бы никуда надо. Вот сколько раз я пытался играть на рыжем лисе, сколько у него есть моментов, сколько у него есть нюансов, боже. Там сам шок в шоке. Да, конечно, есть некоторые моменты, когда рыжий лис идеально заходит, и он идеально кастует свою скилл, но эти идеальные моменты бывают только во сне. Хотя нет, ладно. Раз на 100 игр он заимпактнет на 150%. Короче, я, наверное, попробую поиграть через волшебников. Чё-то мне так захотелось через волшебников сыграть прям. Есть даже парочка идей. Это, естественно, сюда включают Monkey King, Антимаг, то есть все это сюда входит, по-любому. И на самом деле я бы хотел поставить баф людей. А, я походу откис, да? Или нет? Или да? Или все же нет? Крути. Живи. Живи. Давай кильте. Вдруг кто не знает, у вот этого гоблина резака есть собственный хп реген. Там 5 хп реген, но как видите, он зарешал. Вот сейчас он реально зарешал. Боже, мне Драгонайт пришел. Да боже, вы что, прикалываетесь? Инвестиция в хорошее будущее ко мне пришла. Пришла. Я мог на самом деле баф людей поставить, но что-то мне кажется, что баф орков намного поярче будет, так как 150 хп со старта это как бы не шуточки. Хотя, ну и в баню. Привет, Гвард. Так, сейчас, секундочку. Снимаешь? Санечка, ты снимаешь? Санечка, снимаешь? Так, привет. Да, я снимаю. Удачной игры тебе. Обожаю попадаться с подписчиками. Обожаю. Кайф. Раз я попался с подписчиком, то катка будет потной, 100%. Сколько раз замечал, что когда я попадаю с подписчиками, подписчики знают меня, знают, как я играю, и они знают, как меня контрить. Поэтому, когда я попадаю со своими подписчиками, эта катка начинается, ну, быть не то, что на лайте, на расслабоне, она начинается такой, ну, прям потной. Но я сегодня в своей любимой футболке черной, поэтому все, так не получится. Черная футболка зарешает, поверьте. Гарантию даю, что благодаря этой футболке все будет окей. Кто не верит, сейчас поверим. Сейчас поверим. У меня пока что 5 винстрик. Мне нравится. На самом деле, я думаю, что мне понадобится выйти из лустрика. О, из винстрика. Ой, из винстрика выйти. Ой, что я несу, боже. Я хотел сказать, выйти из инкама мне понадобится. Там чел уже Monkey King себе наролил. Ну, нормально. Дефолтно. Но спасибо хотя бы не антимага. На самом деле, если бы он народ сейчас не Monkey King, а антимага, то он бы мой винстрик сбил. 100%. Тут как бы гадалки не ходи. 100% он бы мне сбивал винстрик. Никс. ЦМ-ка, Никс. Так, ладно, у меня сейчас стол будет полноценно разрываться, судя по всему. О, там резак, 2 собаки, 1 в двойку, у кого-то хитрец пришел. Боже, хорошо, что здесь и нету гнезда Маморы. Если было бы здесь гнездо Мамора, я уверен, что мой противник бы по-любому этого хитреца в 3 звезды гнал. По-любому. Хотя на самом деле не уверен. Знаете почему? Потому что сколько раз я играл, сколько раз ребята, видел, как ребята почему-то в гнездо Мамора тыкают вайпера, когда у них есть Эмбер, либо хитрец, либо же тот же самый шаман. Шаман панда, имею в виду. Я сокровище Джека возьму. Ого! Ну, похоже, сейчас будет маршрут перестроен. Ой-ой-ой. Так, баф людей поставлю. Будем апаться. Будем расти. Будем смотреть в лучшее будущее. Так, давай, хороший предмет какой-то. Так. Посох мы берем по-любому. Посох это имба. И маршрут снова перестроен. Знаете, кого я буду собирать сейчас?
Я думаю, многие уже догадались, но я хочу собирать не магов. Ну, ни в коем случае. Нет, маги здесь не будут. Я на магах уже играл, поэтому нет. Магов сегодня не будет. Магов сегодня не будет. Это будет что-то необычное в виде не имбалансного антимага ни в коем случае. Через волшебников. И закину сюда, чтобы намного было имбаланснее. Манки Кинга. Если получится шамана пятерочку и духа пятерочку. Все такие сейчас думают, ничего себе у тебя там планы. А губа не треснет? Нет, ребят, не треснет. С таким стартом у меня не то, что губа не треснет. У меня в целом ничего не треснет. Все будет замечательно. Все будет целенько, новенько и девственно. Там Эмбер щелку пришел. Что-то я заметил последним временем, как-то панды люто падают противникам. Я, кстати, посох отдам сейчас в резака. Резак намного быстрее настакает посоха стаки. Намного быстрее. А потом, когда я настакаю стаки, я перекину, естественно, в Тинкера. Если к тому времени, естественно, ко мне не придет кто? Верно, антимаг. Как только антимаг ко мне приходит, все, игра заиграет такими красками, которыми, ну вот, не описать словами. Не, ну духовный талисман надо брать. Духовный талисман надо брать. И, ребят, я рекомендую каждому не скипать духовный талисман. Этот талисман защищает от ментального контроля жрецов. Так, у меня есть уже 3 волшебника. Отлично, но мне пока что этих волшебников даже некуда ставить. Хм, забавно. Ну ладно, в принципе, я и так в уровень хотел выходить, но это прикольно выглядит. У меня сейчас есть 5 стаков в Тинкере. Хватит ли мне этого? Хм. Я думаю, не особо мне хватит. Ну, посмотрим. Пусть... А, там 10 стаков. А, подожди. Это, похоже, один из прикольчиков есть. Ща. Да, все правильно. Короче, смотрите. Видели, когда я открывал инвентарь, у меня написало сразу 10 стаков. Все. Ребята, это конечное. Молитесь. Молитесь. Но все равно я вас не пощажу сегодня. Сегодня я вас щадить не буду. Ни грамма, ни малейшего, ни тютельки не пощажу. Ни тютельки. Ни на миллиметр, ни на сантиметр. Просто вообще щадить не буду. Сегодня мы будем катать по полной программе. Сегодня будет must-have-ная катка. Как я сказал в начале ролика, я хочу полноценно расслабиться, поэтому сегодня будут метовые персонажи. Сегодня будет антимажик, керри, не имбалансный ни в коем случае. 100% сбалансированный, максимально, как, не знаю, как правильное питание, грубо говоря. Но в скобках. Все это в скобках. Все это в скобках. Боже, у меня 10... Я уже не помню, когда у меня была такая катка. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтоб не сгладить. Ну его в баню. По голове тоже постучим. Там боги-духи собрались. Хорошо, что у него пока что посоха 3-го тира нет. Я, кстати, сейчас, если что, предметы перекидываю в Тинкера. Так как Тинкер намного будет домашнее. Своими ракетками и все такое. Честно, у меня сейчас самый идеальный баф. Оцените. 3 человека, 3 гоблина, 3 меха. Кайф. Еще бы антимагов 2 звезды. Было бы, не знаю, просто эмоциональный оргазм. Ну, посмотрим. Что мне сейчас за предмет такой упадет? Где-то по-любому будет подлива. Я не верю, что может быть все так хорошо. Не верю. Вот почему-то не верю, реально. Ну, это... Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы это посмотрим. Моя 5-я точка чувствует, что будет все хорошо. Но вот как оно будет... А, ну, спасибо. Охо! Котел, омник. Не, ну, омников 2 звезды я возьму. Омник 2 звезд — это не шутки.
хорошо. Мне так хорошо идешь, идет, аж не верится. Я пока что не могу выставить, если что, волшебников. На всякий случай бога поставлю. Так, я вот так вот шмотки перекину. У меня 3 кристалла маны. Ну, это чтоб мало не было. Я вот в начале игры говорил, что это хороший имбалансный предмет. Ну вот, оцениваем. Кстати, тут алхимик уже синергию Киру себе сделал. Только, как по мне, это ошибка. Ошибка, потому что в этой меди антимаг будет взрывать. По полной программе. Это чисто генерация маны, а не алхимик. Сейчас на самом деле довольно-таки тяжко играть на алхимике керри. Через троллей, через Киру. Очень тяжело играть. Помнится, мне повезло как-то собрать алхимика в тройку. Я поставил троллей. Боже, меня так не уничтожали ни разу. Там тупо не смог ничего сделать алхимик. Ничего. Не разогнаться. Вот ничего и все. Я, кстати, сейчас уже уберу баф людей. Тебя продам. И мне нужно будет выходить сейчас либо в 9, либо я пока что поролюсь немного. Угу. Так, ну, в принципе, можно одного волшебника как бы продать. Я хочу Трента в тройку собрать. По-любому хочу. Так, это боги... Боги-духи. Ну, посмотрим сейчас. Разор-то кастует, но дамага-то пока что нету. А дамага-то пока что нету. Дамажить-то нечем. У антимага свое сопротивление. Еще одного антимажика. Антимажика, еще одного. Я требую антимажика. Еще одного. О, там чел уже собрал себе антимага в 2 звезды. Но раз он собрал-то в 2 звезды, я что, самый рыжий, что ли? Дайте мне тоже антимажика. Хочу антимажика, я требую антимажика. Кого ж продать? Я думаю, 2 антимага лучше всего поставить. Короче, я когда спрашивал, кого продать, по итогу уже продал. Как вы видели. Действия реагируют быстрее, чем я говорю вслух. Так, отхильщик пошел от Трента, хорош. Вот именно по этой причине я Трента и взял. Трент неплохо хилит, плюс я в будущем могу перестроиться, если что, в эльфов, если мне понадобится, если я буду играть через волшебников. Потому что есть волшебник-эльф. На самом деле, насколько же это имбово, прикиньте. О да. О да. Все, ребята. Если у кого-то есть дети, убираем их от экрана. Убираем. Сейчас будут явно не детские игры. О да. Я думаю, сейчас многие в комментарии могут написать, как это называется. Как это называется? Вот давайте, ребята. Ну-ка, проявите свою фантазию и напишите, как вы назовете такой вот стол. Что это означает? Вот как это означает? Вот как? Бам! Искусство. Это взрыв. Просто один взрыв пол стола снес. Нормально. Приемлемо. Кунка, алхимик. Там Мерлин собрал 2 себе дизрапторов уже. Неплохо. Но мне здесь по-любому нужно играть через волшебника, потому что если там Мерлин и дальше будет играть сейчас, и не дай бог он соберет себе дизрапторов 2 звезды, это шаман 5, вдруг кто не знает, с посохом 3-го тира, то у меня будут лютые проблемы. И не дай бог он еще и Агоним ему найдет, если он 2 звезды его соберет. И вот в таком случае мне 100% понадобятся волшебники, и тогда я перестроюсь в морских и все. И как бы мне будет абсолютно плевать на этого бога-орка. Я бы на всякий случай, знаете, на подстраховку собрал бы жрицу 3 звезды.
Ну, если получится, естественно. А то как-то, знаете, я сейчас говорю, то собрал, это собрал. Но судя по тому, что мне как приходят, то у меня есть все шансы. Абсолютно все шансы. Там фуловое кунг-фу, плюс чернокнижники, но сейчас это, к сожалению, не особо работает. Не работает это, к сожалению, потому что кучу предметов убрали. Поэтому и не работает. Ну ладно. Сейчас Тинкер своими ракетками бам! И снес. Ну-ка. А, ты не успеешь даже закастить. Понял. Понял, принял, не дурак. Ладно. Как же мне идет антимаг? Это не передать словами. Насколько жестко он идет. Еще один талисманчик. Мастерскую. Мастерскую мы по-любому берем. Так, пока что предметы никакие переделать не могу. Это, в принципе, особо и не важно. Хотя, на самом деле, важно, но, в принципе, не важно. В принципе, не важно. Если прям смотреть в долгую перспективу, то это особо не важно. Хотя нет, важно. Мне бы хотелось гиперстон. Да ну ты прикалывайся, как ты жестко идешь. Так, ладно. Фуриона я найду. Лондрида вряд ли найду. Вообще, у меня почти сейчас самые топовые предметы, которые только можно представить. Там Фиш собрал себе антимагов, 2 звезды, фул зверей. Будет интересно. Так, это бог орк. Ну-ка, ну-ка. Ну, пока что, я особо бога орка этого не боюсь. Пока что. Хотя у него и хан. Да не имба этот ваш антимаг, ребята, не имба. Вы просто видели? Ну, вы это видели? Вы это видели? Одна способность, минус пол стола. Да не имба, нет, ни в коем случае. Ребят, не имба, все, не пикайте, никогда в жизни не пикайте. Никогда. 15 винстрик, обалдеть. У меня уже, точнее, у моих противников уже нет хп. Вот реально его нет. Да ты прикалываешься, еще одно яйцо. Так, знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас, наверное, распродам пол стола своего. Ладно, я не успею. Ладно, на следующий раунд, значит. У меня, в принципе, все волшебники есть, которые нужны. Я думаю, сейчас в следующем раунде я найду какого-нибудь Грангеральда, либо Леона, и вообще плевать. Так, бог... Дух. Бэм! Бургер заказывали? Распишитесь. Вам посылочка. Один... На 1 хп пацан живет. На 1 хп. Ты глянь какой. Живучий. Так, Гранд Геральт сюда. Ты сюда. Манкики. Это нам надо. Тролль. Тролль? Пятерочка? Серьезно? Так. Ладно, так, у меня 20 секунд надо. Так, Омник пошел. Сюда, сюда. Так. Апгрейд. Так, волшебница есть. Че не так? Все. Тьфу ты. Я... Да нимба? Нет. Не-не-не-не. Не-не-не-не. Просто одна плюха. У меня вроде бы сегодня не день рождения. Почему мне так жестко идет? Дух пятерка. Провидец. На самом деле провидец мне не нужен. Провидец мне не нужен. Все, отлично. Работают тролли. Тролли работают. Отлично. Так. Антимага мы сейчас уберем. Фуловый баф троллей у меня есть. Мне реально, у меня же день рождения не сегодня. Мне так жестко. Так, Леончик.
Ну, вместо Грангеральда поставлю. Мало ли мне кого-то захочется из богов поставить. Все-таки там есть как-никак Нухан. 17 винстрик. На секундочку. Кстати, там нашел Агоним. Хорошо, что у него не в двойку шаман. Был бы у него шаман в двойку, он, скорее всего, бы меня вынес. Скорее всего. Но... Так как... Как вы на 2 хп живете, молодые люди? Уже пора как бы в next. Пора уже. Пора домой. Мне, кстати, в скором времени не пригодится. Тренд. В скором времени. В скором времени мы будем его продавать и искать что-то получше. Куда же деть этого провидца? Серьезно? Так давай не сразу его в двойку. И Манки Кинга в двойку. И все. И это конечное. На самом деле настолько сейчас все легко, что прям не верится. Я не верю в это. Я сплю. 100% сплю. Гиперстон. Нехай щастить. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. З мене лайк. Ну, все, это одобрено. Все. Вот раз лайк ставишь, все, это одобрено. Не, ну за такую катку так тем более надо лайк ставить. Ты что, мне надо... Да ну не, это какая-то подкрутка. Энигма. Энигма мне не нужна. Но это реально какая-то подкрутка. Обратите внимание, как мне жестко приходит. Давай духа 5 сейчас еще. С Манки Кингом в 3 звезды. А ну-ка, давай. Я хочу МКБ на всякий случай. Я возьму Battle Fury, потому что там есть звери. Battle Fury поможет мне чистить этот спам весь, который они там накидывают. Поэтому я буду Battle Fury накидывать. Боже, челы, вы можете так не спамить там что-то? Либо пишите поменьше. Там челы так развонялись в чат. Так, рыбка. Да. Опа. Мой винстрик. Сюда. Мое. Это мое. Это мне. Это все мне? Правда? А было бы прикольно антимагов 3 звезды собрать. На самом деле, если я здесь собираю антимагов 3 звезды, это конечное. Это конечное абсолютно для каждого. Хотя я думаю, тут и так конечное. Я что-то более чем уверен, что сейчас это будет конечное абсолютно для каждого. Уж больно сильный у меня стол. На него прям смотришь и охреневаешь. Мне бы духа в двойку, антимага в тройку, Манки Кинга бы в двойку. Я бы мог сейчас бы МК апнуть через яйцо, но я этого делать не хочу. Бам! Вот вам и кунг-фу чернокнижники. Там, ну, это какой-то прикол. Всегда бы такой стол иметь. Всегда. Я был бы только рад. Так, Мерлин выкинул Фиша, это хорошо. Потому что на одного конкурента меньше. Хотя там есть второй зверь, он с Манки Кингом 2 звезды. Но мне, в принципе, плевать, потому что я, если что, перестроюсь, в кого мне надо. И вынесу этого Манки Кинга в 2 звезды. Жрецы. Вот причина, по которой я, если что, оставляю духовный талисман. Потому что вот когда против вас играет бог-орк, ему легче всего перестроиться в жрецов. А в это время, когда вы скипнете этот духовный талисман, то все.
Для вас это будет конечное. Поэтому, ребят, не скипайте духовный талисман. Я вам рекомендую этого не делать. Так, искусство это взрыв. -1, -2. Экзорцизм тебе не помог. Ну, естественно. Хотя, на самом деле, он мне жестко по столу снес. Так, ну, похоже, все. Давай. Духа пятерку. Духа пятерку. Ну, мог бы духа пятерочку напоследок, а? Так, ну я думаю, он не перестроится сейчас, если что, в жрецов, потому что у него некак перестроиться. Во-первых, у него нет денег. Ну вот БКБ я возьму. В жрецов он 100% уже не перестроится. У него нету денег. У него нету ХП. Ну и все. Сейчас, скорее всего, будет последний раунд, хотя на самом деле Monkey King у него довольно-таки жесткий. Ему бы фуловое кунг-фу сюда добавить, и все. Это развал кабинета будет. Он своей палкой чуть ли будет не ваншотать мне весь стол. Ну-ка. Некромиконы у него уже есть, это плохо. 1000 пеньков насуманил, это тоже плохо. Взрывай, 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 взрывай. Неплохо. А это-то прикол. Мне нужен Monkey King 2 звезды, 100%. Мне нужен Monkey King 2 звезды 100%, потом мне нужно... Вот как-то так сейчас сделаю. И мне нужно МК в 2 звезды 100%. Я хочу Battle Fury ему отдать. Отдам ему Battle Fury. Сейчас я в духа пятерку закину посох 3-го тира, по-любому. Пусть он будет там. Ему там надежнее. Под заказ. Чисто под заказ. Все, это конечное. Это 100% конечное. Все. И я могу закрытыми глазами сказать, что сейчас будет следующий раунд мой. Просто бесшансовый вынос сейчас будет. Я сейчас Battle Fury отдаю Monkey King, чтобы ОЕ станчик был. Второе, я даю предметы в духа пятерочку. Мне кажется, дух пятерка сейчас будет намного мощнее, чем антимаг. Потому что дамага у него, ну, будь здоров. Только мы сделаем, знаете как, обманный маневр. Мы сделаем вот такую расстановку, типа мы не керим антимага. Точнее, мы типа керим антимага. Я, конечно, надеюсь, что это не ошибка. Потому что одна ошибка, я ошибка. Хотя у меня 93 хп, мне, в принципе, вообще плевать. Шлем РС пойдет. Пойдет. Почему нет? МК у него, конечно, сильно. У него МК с шаром бездны, который выйдет мои тычки с антимага. Ну, в принципе, плевать. Да и, в принципе, не только с антимага тычки выйдет, он и с духа пятерки выйдет тычки. Но, в принципе, я же говорю, плевать. Плевать с огромной колокольни. Максимально плевать. На все плевать. И я надеюсь, сейчас, конечно, Дум закинет Думу в Monkey King. Хотя нет, не закинет. Не закинет, потому что у него есть зверь пятерка и у него есть лундруид. Скорее всего, Дум полетит сейчас в лундруида. Ну что, погнали делать контент. Смотрите, все, последний раунд. Давай. Не понял. Я сказал умереть. Д- 11 тысяч тролль накидал. 11 тысяч накидал тролль. Без шмоток. Чисто своими топорами. Неплохо. Еще и живой. 4 хп у него осталось. Ну. Мне надо как-то... Да я думаю, сейчас абсолютно плевать, какая у меня расстановка будет. И так я буду выносить. Вот так вот еще сделаю. Вот так вот сделаю. Мне кажется, так будет намного профитнее. Почему мне это кажется? Потому что, во-первых, сейчас будет он кидать свою палку. Он сейчас будет кидать свою палку. А дух пятерка будет постоянно обновлять свою пассивку духа. Бам! Я считаю, отличное вложение. Ну, все, конечное. Приехали. Хотя на самом деле, если посмотреть, то у Monkey King не было особого урона. Был урон у тролля и был урон у духа пятерки. Какая-то слишком идеальная игра. Честно, какая-то очень слишком идеальная игра.
Мне вот интересно то, почему он, как бы, Некромикон закинул Фуриона. Мне что-то этот момент как-то не особо понятен, почему он закинул Фуриона Некромикон. Почему не в Лондруида? Не знаю, я вот сейчас как бы перебираю мысли в голове. Типа, чтобы было больше пеньков, чтобы антимаг меньше высасывал ману, но это как-то особо бесполезно. Он бы лучше закинул в Лондруида, появились бы 4 медведя, и эти медведи, возможно, стычки бы накинули мне корни на мейн моего керри. Ну, это, по крайней мере, моя логика. Может, я не прав как-то? А ну-ка, может, кто шарит, напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Честно, катка, как я сказал в начале, получилась максимально расслабленная. Да и, в принципе, весь этот ролик был на каком-то особом вайбе. Я особо как-то, знаете, даже... Ну, я испытал эмоции, но все равно он был спокойный, лайтовый, расслабленный. Ну, кто-то сейчас напишет в комментариях. Саня, ты зажрался. Ты зажрался, потому что тебе идеальная игра выпала, у тебя один всего лишь луз. И то, на самом деле, луз такой... Ну, просто зарандомил свою... Я не знаю, зарандомил палкой как-то, либо что-то еще. Но это был рандом, как по мне. Он как-то рандомайзером меня выиграл. В общем, добавить мне абсолютно здесь нечего. АМ имба, Манки Кинг имба, дух пятерка сочетается с Манки Кингом равно x2 имба. Если бы мне упал еще орк шаман, пятерочка, дизраптор, он же, то это было бы x3 имба. Ну, короче, я думаю, вы все прекрасно поняли без меня. Катка максимально вайбовая, расслабленная, на спокойных нотах. Добавить мне больше нечего. Ребят, пользуйтесь, пользуйтесь. Просто играйте на метовых персонажей. На самом деле от этой меты уже блевать хочется. Вот не играешь на мете, все, тебя подчистую сносят так, что ты с открытыми глазами сидишь с вот такими вот бельками и думаешь такой, а что это произошло? Как так? Как так? Ну, короче. В общем, что думаете по поводу этой катки, напишите в комментариях, ребят. И также не забываем ставить свои лайки. Катка классная, вайбовая. С вас лайк. Лайк и еще раз лайк. А также, кто не подписан на мой YouTube канал и Telegram канал, подписываемся, не забываем. Telegram, если что, закреплен в комментариях, и в описании есть ссылочка на Telegram канал, а еще и на экране у вас появится QR-код. Всем удачи!